Представляем судейскую бригаду. Старший судья Татьяна Соловых. Судья номер 1 Светлана Кандыба. Судья номер 2 Владимир Захаров. Судья номер 3 Анна Бессонова. Судья номер 4 Елизавета Ерилова. Судья номер 5 Татьяна Федорова. Судья номер 6 Дарья Филякина. Судья номер 7 Елена Эйсел. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Ольга Кожемякина. Технический специалист Александр Кузнецов. Технический специалист Александр Честных. На разминку приглашается первая группа участников, выступающих в парном катании мастера спорта с произвольной программой. На разминке находятся Анастасия Киричева, Иван Волгодоров, Анастасия Коробейникова, Георгий Куница, Валерия Кадыкина, Даниил Бутенко. Дорогие друзья, всем привет! Это чемпионат Москвы по фигурному катанию, второй соревновательный день, и на очереди произвольная программа спортивных пар. Меня зовут Лина Федоровна. Я думаю, что кто-то из вас мой голос уже точно когда-нибудь услышал. Где я работаю, все вы тоже прекрасно знаете, озвучивать не буду. Но я безумно рада тому факту, что сегодня у меня есть возможность, уникальная возможность прокомментировать именно российское фигурное, тем более парное катание. Как уже сказали, на разминке у нас 3 пары. Анастасия Гиричева, Иван Волгодворов, Анастасия Коробейникова, Георгий Куница, Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко. Всего будет 2 разминки, по 3 пары в каждой, поэтому в целом зрелище будет приятное, но не долгоиграющее. К сожалению, хотелось бы видеть как можно больше спортивных пар на льду. Так или иначе, вчера прошли, как я уже сказала, короткие программы, и что касается первой пары, которая будет открывать сегодняшний соревновательный день, Настя с Иваном исполнили параллельный тройной сальхо с руками наверх. Но, к сожалению, у партнерши была допущена ошибка, несерьезная, всего лишь степ-аут. Выброс тоже был с небольшой помаркой, но в целом без падения обошлось, и это уже приятно. Самая грубая, наверное, ошибка — это как раз-таки срыв параллельного вращения. Вот в чем самый главный парадокс всей этой ситуации, потому что такие срывы в парном фигурном катании случаются крайне редко. При этом, как часто говорил еще мой тренер, чьи пары, кстати говоря, тоже сейчас здесь на льду появляются, Владислав Жавнирский, именно параллельное вращение показывает класс парного фигурного катания, и если пара катается вместе давно, если партнер с партнершей друг друга чувствуют на, скажем так, неосязаемом уровне, то и параллельное вращение выглядит параллельно. Самый высший класс, я бы даже сказала экстра-класс, это когда спортсмены могут делать его без команды, меняя положение корпуса и ног. Ребята тренируются под руководством Сергея Доброскокова. Что касается спортивных пар, все представляют Московскую академию фигурного катания на коньках. Московская академия фигурного катания на коньках — это, собственно, та арена, та школа, где мы сейчас и находимся. Соревнования проходят на Навка-арене. Здесь зрителей, увы, нет. Закрытое мероприятие, но я надеюсь, что как можно скорее это все перерастет в более публичную и освещаемую со стороны как СМИ, так и публики историю. Ребята набрали за короткую программу 48,61 балла, прям таки скажем, немного, но при этом мы держим в голове, что большинство дуэтов, которые появляются и уже сейчас стоят на льду, сформировались
совершенно недавно. По пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто катается здесь больше года, больше 2 лет вместе. Скидку на это обязательно делаем. Я вижу, что сейчас очень серьезные, сильные элементы разминают ребята. И вообще уровень парного фигурного катания в России хорош чем? Он показателен как минимум сложностью элементов. Потому что если мы посмотрим на тот же юниорский чемпионат мира, а это самый престижный турнир в юниорском фигурном катании, вы увидите, что не все владеют тройными прыжками, тройным подкрутом и иногда даже тройными выбросами. Что до наших спортсменов, здесь люди, которые идут на последнем месте, на последних заключительных строчках, обладают всем необходимым арсеналом для того, чтобы выходить на международный уровень и бороться с сильнейшими юниорами-мастерами. Анастасия Коробейникова, Георгий Куница, думаю, для многих одна из главных интриг сезона в целом. Тренер тот же, Сергей Росляков, партнер тот же, Георгий Куница, а вот партнерша новая, это Настя Коробейникова. Мы благодарим генерального партнера Федерации фигурного катания на коньках, компанию «Осель», за поддержку и вклад в развитие фигурного катания в столице. Так вот, продолжая свой спич, Настя Коробейникова, новая партнерша Гоши Куницы, Алена Косторная на тренерском помосте, насколько я понимаю, была вчера, следила за тем, как ее муж выступает. Это, кстати говоря, спустя всего 4 дня после родов, с чем ребят можно точно поздравить опять с рождением сына. Ну а что до выступления, к сожалению, Настя упала с двойного акселя, выброс пока тоже лишь в 2 оборота был исполнен. Выступают очень аккуратно, но при этом я бы хотела выразить персональный респект Гоше, который решился на такой серьезный шаг и вышел на лед снова партнерши. Про Валерию Хадыкину и Данила Бутенко поговорим чуть попозже, потому что 6-минутная разминка подошла к своему логическому завершению, и мы ждем первую пару на льду. На старт приглашаются Анастасия Гиричева, Иван Долгодворов.
начали свою произвольную программу Настя с Иваном. В целом, мне кажется, эта музыка сама по себе довольно сложная к прочтению на льду. А для тех, кто следит за международными соревнованиями, я думаю, помнит прошлогоднюю программу французской пары Камиль и Павла Ковалевых, которые как раз-таки выступали под эту композицию «Не время умирать». Мне показалось немножко тяжеловато было уже на второй половине программы особенно, но хочется похвалить партнершу за выбросы. Не самым простым образом складывалась фаза вылета у девочки изначально, но при этом она очень доблестно ловила себя и выравнивала себя в воздухе для того, чтобы делать идеальный выезд. Молодец. Честно показывает повтор тройного тулупа с руками наверх, очень хорошо, параллельно, довольно близко. И что касается тройного подкрута, одного из самых сложных элементов в парном катании, важно отметить, что с этим парным элементом ребятам приходилось бороться еще во время 6-минутной разминки. Чего уж говорить о выступлении. Вот, к сожалению, золотое правило, которое важно помнить, нельзя разучивать элементы, уже находясь на соревновательном льду. Ни на предстартовых официальных тренировках 30-минутных, ни тем более на 6-минутной разминке. Пока так. Что касается поддержек, ну вот опять же, молодцы, что боролись, не отдавали ни один элемент. В целом хочется, наверное, какой-то большей раскованности в последующие разы. Но начало, мне кажется, очень даже серьезное и довольно сильное в плане катания. Поэтому даже интересно, что нам продемонстрируют ребята дальше. Это опять же тот самый выброс. Вылетело немножечко так свечой, можно сказать. Но молодец, что даже на небольшом ходу и при не самом большом пролете смогла сделать выезд. Ждем оценок. Анастасия Ильичева, Иван Долгодворов набирают 146,39 баллов. 146,39 это та сумма баллов, от которой мы с вами будем отталкиваться. Ну а сейчас Анастасия Коробейникова и Георгий Куница. Очень интересно посмотреть на их произвольную программу. Костюмы безумной красоты. Причем что у Насти, что у Гоши. Давайте же посмотрим.
Крабовникова и Георгий Куница. Сегодня у нас Биралиш является чувственным хедлайнером. Посмотрим, подо что выйдет третья пара на лед, но уже интересно. Я так скажу, разбирать этот прокат на предмет ошибок, наверное, пока бессмысленно. Ребята катаются с облегченным контентом, выбросы двойные, прыжки пока что тоже не самые сильные в плане даже базовой стоимости, чего уж говорить о надбавках. Поэтому я бы из плюсов отметила то, что ребята, катаясь всего ничего, не едут как два одиночника. Очень приличный тройной подкрут. Мне жаль, что была смазана ловля, потому что в целом к самому элементу вопросов нет. Он на 6-минутной разминке тоже очень достойно получался. Опять же, вот сейчас нам показывают повтор выброса. Спокойно можно делать и 3 оборота. Я думаю, что на тренировках это уже безусловно разучивается. Но пока, видимо, первостепенной задачей является выйти, начать накатывать свои программы, говорить и заявлять о себе, о том, что появилась новая пара, и дальше уже двигаться только наверх. Мне интересно, что из этого получится. Правда интересно. Но, насколько я понимаю, Гоша Куница вот о своем выступлении на чемпионате Москвы сказал следующее. Поддержка от Алены Косторной чувствовалась, непривычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом. Сегодня в короткой программе допустили ошибки, которых можно было не допускать. У ребят на очереди еще мемориал Панина-Коломенкина, ну то есть, понимаете, уже, несмотря на то, что сезон только стартовал, все выступают на мемориале Рабер, здесь, на других соревнованиях, ну и таким образом набирают форму. Опять же, сравнивать то, как Гоша выступал с Аленой Косторной и сейчас с Анастасией, тоже бессмысленно. Я просто хочу пожелать ребятам успехов. Если в этом действительно есть какая-то глобальная задумка и планы на будущее, будет очень интересно посмотреть. Ну вот, кстати, и Алена. Анастасия Коробейникова, Георгий Куница набирают 138,9 балла. На данный момент это второе место. 138,9. Разумеется, они проигрывают Гиричеву и Долготворову. Ну, это неудивительно, у ребят и контент был посильнее, у предыдущих, имеется в виду. Ну и в целом прокат получился чище. На старт приглашаются Валерия Ходыкина, Даниил Бутенко.
Но это совсем другое дело уже. Спасибо большое Валерии Хадыкиной и Данилу Бутенко за этот прекрасный прокат, отличное выступление под такую сложную, динамичную музыку, не теряв скорость на протяжении всех 4 с лишним минут, не теряв в классе исполнения элементов, ну, за исключением Тодеса. Но мне кажется, что это уже усталость сказалась, и вообще в целом, мне кажется, опять же, те, кто смотрит международные соревнования, знают, что мы с моим коллегой Александром Энбертом очень часто сетуем на то, что Тодес нужно тренировать не меньше, чем все остальные элементы, потому что это очень коварный элемент, который требует большой отдачи и очень точечных и структурированных выполнений нюансов, всех тех, которые при надлежащем соблюдении нужно учесть для того, чтобы сделать потом этот элемент. Показывает нам сейчас повтор поддержек, очень хорошие парные элементы. Данил без какого-либо труда, без жима, как мы привыкли говорить, поднимает Валерию. Дело тут вообще не в весе, можно быть очень худенькой или наоборот мышечной партнершей, но при этом техника исполнения, если она хорошо отточена, если это отработано в тренировках, то тогда и на соревнованиях последним элементом, не последним элементом поддержки будут даваться легко. Покорил каскад тройной Ридбергер, Ойлер тройной Сальхов. Это 2 тройных прыжка. И были выполнены они тоже с легкостью, воздушностью. И дальше следом сразу сольный параллельный тройной тулуп, тоже без каких-либо проблем. Видно, что в прошлом хорошие одиночники оба. И вот сейчас встали в пару для того, чтобы, мне кажется, очень прилично смотреться и уже заявлять о себе. Соревновательного опыта вообще немного. В сезоне 24-25 выступали на всероссийских соревнованиях, выполняя разряд кандидатов в мастера спорта. Его выиграли. Ну и вот, собственно, чемпионат Москвы. По итогам короткой программы ребят набрали 52,99, почти 53 балла. Честно признаюсь, в произвольной мне понравились больше. Этот прокат за сегодня я точно запомню. Я думаю, говорить о том, что у нас сменяется лидер, не надо, вы и так все понимаете. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко набирают 165,30 балла. На данный момент это первое место. Отличный результат, 165 с небольшим. Разумеется, они выходят в текущий лидер. Посмотрите, с каким колоссальным отрывом. Ну, а мы поздравляем ребят и движемся дальше. Софья Маринина, Роман Черненко, Ева Мудер, Андрей Крутин, Анастасия Муртова, Дмитрий Евгеньев, Анастасия Высоцкая, Петр Алексеев. Вторая разминка на льду. Здесь, я думаю, уже точно есть пары, которые вам чуть больше знакомы, чем в первой группе участников. Это неудивительно. Я безумно рада, что у меня сегодня есть возможность в непосредственной близости посмотреть на не только новые пары, новые для меня,
но и на произвольную программу Насти Мухартовой, Димы Евгеньева, потому что костюмы какой-то невероятной красоты. И вообще, я говорила о том, что брать такую музыку — это запрещенный для меня прием. Кевин Эймос, французский фигурист, в прошлом сезоне катался именно под нее. Трогала эта программа меня до слез, особенно выступление на этапе Гран-при в Америке, где он откатался безукоризненным образом и, естественно, очаровал абсолютно каждого зрителя. Вот прямо сейчас Дима сделал прекрасный тройной сальто. Я думаю, что, по крайней мере, я надеюсь на то, что сегодня все будет безошибочно, потому что, вспоминая вчерашний день, к сожалению, Настя упала с выброса, но при этом короткая программа получилась у ребят в этом сезоне, как по мне, заглядение, без самой мучо, так органично. И Настя, и Дима в этих образах. Мне показалось, что Дима прибавил в этом межсезонье в катании. Появилась очень ровная спина. Почему Настю не отмечаю? Потому что у Насти, как мне кажется, с этим проблем в принципе никогда не было. Ну вот опять же, отличная постановка. И я бы еще хотела отметить, что безумно рада, что ребята оказались в руках Марии Петровой и Алексея Тихонова. Мне кажется, что эти два наставника и выдающихся фигуристов в прошлом — отличная компания, отличный тренерский штаб для именно этой пары. Я вижу, как они общаются за пределами ледовой арены. У них очень совпадает, как это принято сейчас говорить, вайб, философия. Мне кажется, они смотрят в одну сторону, и дай бог, чтобы все так дальше и шло. Ну и давайте поговорим про остальные пары. Ни в коем случае никого не хочется обделить. Софья Маринина, Роман Черненко. Вот эту пару я, кстати, отметила еще вчера, когда смотрела короткую программу. Очень неплохо чувствуют музыку оба. И все было бы вообще отлично, если бы Софья не допустила ошибку на выбросе. К сожалению, тоже упала. А так, уже в предвкушении, что покажут ученики Сергея Рослякова. У ребят за плечами уже немало соревнований. В сезоне 24-25 становились как раз-таки бронзовыми призерами чемпионата Москвы, серебряными призерами мемориала Рабер. А в текущем в целом идут по тому же сценарию, но вот разве что чуть пониже строчками стали опускаться. С чем это связано, не знаю, но в любом случае наблюдать за ними интересно. Продолжаем знакомиться с парами в этой разминке. Под вторым стартовым номером на льду появится Ева Гуде и Андрей Рудь. Чистейшие исполнили в короткой программе выброс флип, параллельный тройной прыжок, тоже флип, кстати, с небольшой помарочкой на выезде. Пока, как мне показалось, чуть хромают парные элементы, но это нарабатывается, опять же, нужно время. Мне кажется, что основной упор в парном фигурном катании по-прежнему, несмотря ни на что, делается на параллельные прыжки, потому что чем сильнее этот контент, тем конкурентоспособнее пара. Третьими, как я уже сказала, появятся Настя Мухартова и Дима Евгеньев, а под четвертым заключительным стартовым номером Анастасия Высоцкая, Петр Алексеенко.
В короткой программе тоже все очень чистенько было исполнено. И тройной флип, прыгали лутс. Так что подопечные Сергея Рослякова порадовали и в этом случае. Разминка подошла к концу. И на льду остается... На старт приглашаются Софья Маринина, Роман Черненко. Софья Маринина и Роман Черненко. Красивое платье у Софьи. Надеюсь, прокат будет не хуже. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Tonight, 2 o'clock tonight. What is that? Rise up, join me on. Rise up, rock, 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 rock. Rock around, rock tonight. Rock, 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 rock. Rock it out, rock, 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 rock. Ох, ну, ребят, конечно, наворотили дел. Видно, что расстроены и по понятным причинам.
Но в любом случае, моя зрительная память меня не подвела, потому что вчера, когда я смотрела короткую программу этой пары, я отметила для себя, что они на очень большой скорости, в высоком ходу разгоняются на каждый элемент, и так и есть. Здесь прям ветер гулял, знаете, когда они мимо судей, мимо меня проезжали. Классно начали, отличный тройной подкрут, с хорошей ловлей на контроле, но как будто вот это падение, причем абсолютно, мне кажется, нетипичное для Софьи, и повлекло за собой череду странных событий. Сложнейшее вообще выполнение выбросов, в принципе, в плане техники даже. Потому что, если вы обратите внимание, как сильно заносит партнершу в воздухе, и оттуда поймать себя, вырулить и сделать выезд, причем с таких сложных выбросов, как флип, это очень и очень трудно. Я вижу Александру Байкову, очень красивые юбки в горошек прямо сейчас. И передаю ей в любом случае привет. Ну и такая серьезная ошибка, как срыв поддержки, поддержка стульчик, поддержка Ридбергер. Это очень дорогой срыв. Так делать нельзя. Но я думаю, что, опять же, уже сказалась усталость, накопившаяся под конец проката. Но при этом пара опытная, и они как бы уже знают, что такое выступать по мастерам, что такое делать 3 поддержки. Кстати говоря, вот как бы это ни звучало, но исполнение 3 поддержек в произвольной программе очень сильно отличается от исполнения 2. Казалось бы, да, ну еще раз подними ты эту девочку, покрутись несколько оборотов, и все. Что в этом сложного? Это действительно очень сложно. Приходится перестраивать, я бы даже сказала, перекраивать свою подготовку и выстраивать ее совсем по-другому. Ждем оценок. Софья Маринина, Роман Черненко набирают 137,78 баллов. На данный момент это 4-е место. 137,78, и они уступают даже Коробейниковой Кунице. Вот вам, пожалуйста. На старт приглашается Ева Гуде, Андрей Руть. Ева Гуде, Андрей Руть выступают под следующим стартовым номером. Ребята очень собраны, особенно это касается партнера. Настраивается каждый как умеет, как может на прокат, тем более произвольной программы. Тренируются ребята под руководством Арины Ушаковой. Come on.
Очень сложная, опять же, композиция «Je suis malade», причем мне кажется, что этот кавер исполнен той же группой, под которую выступали в прошлом сезоне американская пара Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Выступали на разрыв аорты, и опять же, когда есть какое-то уже визуальное сопровождение, пусть и в лице других людей, сложно сделать так, чтобы это сильное ощущение перебил кто-то другой. При этом я понимаю, что ребята были настроены на череду очень сложных элементов в своей произвольной программе. Это касается особенно прыжков. Вообще интересно, должен был быть тройной флип, двойной аксель, но у Евы было касание двумя руками. Каскада не случилось. Видимо, на тренировке, либо это действительно отрабатывается на тренировках, что в случае такого форс-мажора мы добавляем к тройному луцу 2 двойных акселя, либо это просто получилось по наитию, ребята друг друга поймали и поняли, что делать дальше, но я сомневаюсь, все-таки, наверное, этого требует отработка в тренировочном процессе, но это было круто, это выглядело здорово, легко, очень сложно. Очень дорогостоящий элемент, поэтому я думаю, что с таким прыжковым набором, подтянув остальные парные элементы, будет конкурентоспособная пара. Вот этот выброс, который нам показали, тоже пришлось тащить здесь, не без борьбы, но при этом девочка идет и приземляется исключительно на одну ногу. Это очень важное качество, которое нужно развить своевременно, потому что как только человек начинает подставлять вторую ногу в тренировках, страховать себя, это потом не уходит. Я думаю, что сейчас оценки будут очень хорошими. Посмотрим, как оценили арбитры ребят. Ева Гуде, Андрей Руть набирают 168,43 балла. На данный момент это первое место. Ну вот, молодцы, 168-43. Разумеется, у нас очередная смена лидера, так, по восходящей. Мы поднимаемся. На старт приглашаются Анастасия Мухартова, Очень важный прокат, потому что на льду Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, люди, которых вы все прекрасно знаете, одна из главных, уже не надежд, пар сборной России по фигурному катанию, и их потрясающая произвольная программа, дебют который случился на контрольных прокатах.
прокат. И, вы знаете, обычно именно так волнительно за всех наших российских спортсменов или ребят, которых я знаю чуть ближе, чем остальных. Но сегодня этого волнения не было. Вот они вышли на лед, и мне как будто было уже понятно, что все будет исполнено чистым образом. Молодцы. Безумно мне нравится количество фишек, которые, я так понимаю, придумывается вместе с тренерским штабом и вместе, и вот это настолько большая работа, особенно вот этот заход на тройной Сальхов, если я не ошибаюсь, или на тройной тулуп в самом начале, когда вот Настя едет параллельно Диме, и они друг на друга не смотрят, и это настолько отражается и в музыке, и не знаю, в том, что, как сказать, даже не знаю, как сказать, в понимании того, что они делают. То есть каждое движение, оно обдумано, оно видно, что оно не просто поставлено и отработано, а в это вложено чуть больше, чем просто механика исполнения. К поддержкам никаких вопросов не было. Единственная помарочка — это вот приземление Димы в тройку с двойного акселя в каскаде. Но, опять же, очень несущественная помарка, а все остальное отлично. Было видно, что собраны, было видно, что недовольны вчера были своим прокатом короткой. Настя сказала, есть над чем работать, ее прекрасно понимаем. И передаем большой привет Насте, Диме, Алексею, Марии. Я думаю, она сейчас смотрит, безусловно, на своих учеников, что там по оценкам. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев набирают 196. Молодцы. Это очень хорошие баллы. 196 с небольшим. Разумеется, они первые. Ребята могут получать еще больше. Мы в этом неоднократно убеждались. На старт приглашаются Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко. Заключительный стартовый номер. Между прочим, лидеры по итогам короткой программы.
что, дорогие друзья, вот так мы завершаем просмотр произвольной программы спортивных пар. Ребята молодцы, выходить последними, тем более после Мухартова и Евгеньева, это непросто. Но в целом как будто с задачей, пусть может быть пока не на 100%, но справились. Очень неплохо был исполнен тройной подкрут, я на это обращаю особое внимание, для меня это важно. Вот сейчас нам показывает повтор. Высоко, пролетно, не знаю, возьмут ли шпагат, честно говоря, не последила за уровнем. Тройной луц, опять сложнейший прыжок. Сегодня немножечко переклинило партнера, все время ронял корпус на приземлении, что с первого прыжка, что со второго, но молодец, что даже несмотря на это, продолжал доделывать каждый элемент. Вот еще один прыжок, оп, и опять. Мы, кстати, обратили внимание, и самый внимательный увидит, что у Петра заклеено правое лезвие. Господи, заклеено лезвие на правом ботинке. Все, сказала. Может быть, из-за этого приземления не получались так удачно. Потому что, естественно, скотч мешает тебе как-то переходить на зубец, и когда уже переходишь, тем более при приземлении с многооборотных прыжков, удержаться на нем очень-очень трудно. Не знаю, с чем это связано, попробую узнать после соревнований, самое интересно. А так, в целом, все очень-очень прилично. Тройной выброс Ридбергер, необычная техника исполнения, такая пока больше похожа на прыжочек, нежели на выброс, но в целом это очень хорошее исполнение элемента. У ребят вчера было 66,93, у Евгеньева 66,09. То есть, понимаете, расхождение в сотые, но при этом, конечно, мы понимаем, что на первом месте остается Мухартова Евгеньев, Высоцкая Алексеенко на втором и Буде Руть на третьем. Вот такая тройка победителей и призеров у нас получилась. Спасибо всем большое за просмотр. Совсем скоро, если я не ошибаюсь, в 17:00 по Москве мы продолжим наблюдать за чемпионатом Москвы. У нас на очереди женская произвольная программа. Я родился там, где небо держит горы. Там, где солнце съедает океан. Где если ветер, то сжигает кожу, а кровь превращает в лед. Где спорить с природой означает быть перемолотым ее мощью. И где нельзя ошибиться в выборе одежды, когда ты остаешься наедине со стихией. Вот уже много лет моя цель сохранять все, что видит наш глаз, и показывать всем, что мир вокруг нас не так уж и плохо. В разных местах я встречал восход, подставлял солнцу свое лицо и радовался его теплу. Час перед рассветом – самый славный час. Время, когда холод ночи из последних сил старается тебя напугать. В этой экспедиции я насчитал 26 восходов на 1500 километров. Может показаться, что это немного, но каждый раз горизонт выдавливал из себя диск по-особенному. Северное солнце не такое, как остальные. Чтобы греться в его лучах, тебе нужно заслужить его доверие. Это путешествие не было хорошим или плохим. Это путешествие не было сложным или легким. Это путешествие имело начало и конец, как и все, что нас окружает. Теперь, оглядываясь назад, я стараюсь осмыслить значимость каждого дня.
Каждое нажатие на кнопку REC должно было быть осознанным, чтобы то, что запомнит камера, могло тронуть тонкие струны твоей души и у тебя срезонировало. Каждое такое путешествие так или иначе меняет, и каждый раз я хочу отличаться от прежнего себя, становиться лучше и полезнее для всех, кто меня смотрит.
разминки находится Анастасия Лесницкая, Московская академия фигурного катания на коньках, Ирина Мигаленя, ЦСКА, Мария Парамонова, ЦСКА, Мария Мазур, Академия фигурного катания Ангела Ющенко, Елизавета Медведева, Московская академия фигурного катания на коньках. Мы продолжаем наблюдать за чемпионатом Москвы по фигурному катанию на коньках. Меня зовут Лина Федорова, и у нас завершилась произвольная программа /соревнования спортивных пар не так давно, а сейчас наступает время произвольной программы женщин. Анастасия Лесницкая, Ирина Мигаленя, Мария Парамонова, Мария Мазур, Елизавета Медведева. И именно так выглядит первая группа участниц. Девчонки вчера показывали очень хорошие результаты, очень конкурентоспособные программы. Не знаю, чего ждать сегодня все-таки в произвольной программе прыжков гораздо больше, но, опять же, у всех в заявке каскады 3-3. Это не может не радовать, потому что, опять же, наблюдая за международными соревнованиями, вы знаете, что бывает всякое, бывает по-разному, и даже опытные титулованные спортсменки нередко расстраивают нас своей скажем так, заявкой. При этом очень у многих вызывали вопросы, почему же у Адели Петросян в произвольной программе на квалификационном турнире в Пекине в заявке и на деле был исполнен всего лишь каскад тройной луц, двойной тулуп. Даниил Глихенгаус, приходя к нам в программу, рассказывал о том, что согласно всем корректировкам, перестановкам и облегчению на данный момент контента, это самый дорогой вариант, который мог быть на, опять же, тот момент. Понятное дело, что без элементов ультра-си в случае Адели Петросян, наверное, на Олимпиаде будет очень тяжело. Как сказала бы сама спортсменка, я думаю, Этери Георгиевна Тутберидзе, делать там без элементов в 3,5-4 оборота и вовсе нечего. Вы понимаете, что конкуренция там будет сумасшедшая, и не только потому, что у кого-то контент сильнее, у кого-то слабее. Очень много факторов, которые нам придется с вами пережить, проглотить, как бы это ни звучало, и принять. Но в любом случае, я уверена, что все те, кто смотрит сейчас чемпионат Москвы, следили и за квалификационным турниром в Пекине. Спасибо вам за это большое. Ну а сейчас по порядку. Анастасия Лесницкая, у нее в заявке тройной луц, тройной тулуп. Во второй половине уже тройной луц, двойной аксель, двойной тулуп и каскад 3-2 флип тулуп тоже во второй части программы. Она представляет Московскую академию фигурного катания, тренируется под руководством Оксаны Матвеевой, и короткая программа, началась с довольно грубой ошибки, бабочки на тройном луце. Но потом тут же собралась Анастасия, сделав двойной аксель, и каскад, к сожалению, лишь 3-2, флип-тулуп. Но большая молодец, что прицепила хотя бы к сольному флипу тулуп, пусть и в 2 оборота, чтобы не остаться без такого дорогостоящего элемента, как каскад. Ирина Мигаленя с шорт ЦСКА имени Жука. Тренируется она у Екатерины Моисеевой. Кстати говоря, под ее же руководством, если я ничего не путаю, тренируется и Алена Принева. В короткой программе был исполнен каскад тройной луц, двойной тулуп. Опять же, ошибка на приземлении с первого прыжка, к сожалению, не позволила спортсменке сделать каскад 3-3. А вот тройной Ридбергер очень и очень чисто. Мария Парамонова также представляет шорт ЦСКА. Тренируется она у Дениса Леушина. До конца разминки осталась 1 минута. И,
как нам сейчас сообщают, у нас остается ровно 1 минута до конца 6-минутной разминки. За это время успею вам рассказать о том, что Денис Леушин в свое время членом сборной России, призером чемпионата России среди юниоров, выигрывал финал Кубка России. Ну а после окончания спортивной карьеры работал какое-то время даже в городе Уссурийске. У него тренируются Мария Парамонова, Мария Реброва. В свое время катался даже Сеня Федотов. Ну и что до проката Марии, каскад опять же 3-2. Тройной Ридбергер тоже очень-очень чистенько, эмоционально, музыкально каталась девушка вчера. Было очень приятно смотреть. Совсем чуть-чуть осталось до конца 6-минутки, как я уже сказала, поэтому давайте про остальных девушек поговорим чуть попозже, потому что сейчас все внимание у нас приковано к первой участнице соревнований Анастасии Лесницкой. Она занимает 10-е место по итогам короткой программы. На старт для исполнения произвольной программы приглашается Анастасия Лесницкая, Московская академия фигурного катания на коньках.
целом очень достойный прокат произвольной программы получился, и даже несмотря на падение с тройного луца, мне нравится, когда спортсмены, спортсменки понимают и могут вовремя, даже я бы сказала, тут же сориентироваться и восполнить этот пробел прямо-таки в следующем каскаде. Все остальное очень достойно. Начала с тройного луца, тройного тулупа. Прыжки высокие, легкие, несмотря на то, что девушка довольно немаленького роста. Но при этом, при правильной технике исполнения, все получалось, правда, очень легко. Я не увидела какой-то принципиальной разницы между исполнением прыжкового контента в первой половине программы и во второй. Поэтому здорово. Мне бы хотелось увидеть чуть больше какой-то яркой эмоции на лице Анастасии. Как будто эта музыка, вот она прям требует какой-то развязности, какого-то контакта глазами со зрителями. Пусть их здесь нет, но есть камеры, да, с судьями, судейской бригадой, да даже со мной. Это всегда цепляет очень сильно. Ну, и опять же, вот сейчас нам показывают и повторы. Убеждаюсь, опять же, в своих словах. И хочется сказать, что мне кажется, по моему мнению, почему случилось падение на тройном луце, слишком как-то уж в свободной группировке Анастасия изначально вылетела и просто не успела сгруппироваться на уже той высоте, на которой нужно было скрутить некоторое количество оборотов. Половину, а то и полтора точно. Небольшой спойлер. Следующая фигуристка на 6-минутной разминке, я не знаю, попало это в кадр или нет, разминала аксель в 3,5 оборота. Хорошей попытки чисто я не увидела, но если сейчас будет хотя бы в принципе попытка тройного акселя, это уже будет здорово. Ждем оценок. Судя по всему, что-то могло уйти на пересмотр, может быть. Анастасия Лисицкая за произвольную программу набирает 101,12. 101,12 за произвольную программу. И по сумме 147 с небольшим. Та отметка, от которой мы будем отталкиваться с вами, наблюдая за произвольными программами женщин и развязкой в этом виде. Ирина Мигаленя, представляющая ЦСКА. Вот как раз-таки эта девушка, ученица Екатерины Моисеевой, разминала аксель в 3,5 оборота, элемент Ультра Си. Чем-то напомнила мне и внешний по стилю катания еще в короткой программе Софу Муравьеву. Если чувствуете такие же вибрации, напишите, пожалуйста, в чат телеграм-канала, что там в миксте.
классная девчонка, и мне кажется, что творческий потенциал, который можно развить, работая с Ириной, он чуть больше, чем то количество фишек, которые мы увидели сегодня. Классное владение коньком, мне нравится, что она музыкальная. Вот нам показывают тройной аксель, ну тут прям видите, да, нога левая прям выкатилась из-под спортсменки, недокрут сильный, видно, что этот прыжок пока на стадии изучения, и, к сожалению, настолько он энергозатратен, что, мне кажется, смазал очень большое количество всех остальных элементов как раз-таки по причине вот этого рывка, который пришлось сделать в самом начале. Больно довольно-таки приземлиться и потом еще собирать все остальные прыжковые элементы. Видимо, коварные прыжки в 3,5, в 4 оборота, потому что, опять же, как вы понимаете, из личного опыта вам не расскажу, но судя по тому, что рассказывают фигуристки и фигуристы, владеющие этими прыжками, так и происходит. Но в любом случае молодец, что как будто вот эта скорость, которая где-то в середине, минуте на второй, пошла на спад, увеличилась снова ближе к концовке программы с усилением музыки. Это очень важно для того, чтобы не потерять зрителю визуальное восприятие и контакт, который необходим для того, чтобы вот его поддерживать и получать хорошую вторую оценку. Кстати, интересно, что поставили судьи вчера за компоненты Ирине. Сейчас посмотрим. Ну, пока, да, не самые высокие компоненты. 6, 7,25. В общем, понимаете, есть еще куда расти. Но в целом, еще раз повторюсь, очень приятное послевкусие от прокатов Ирины Мигалени у меня осталось. Надеюсь, у вас тоже. Что до прошлых сезонов, сезон 24-25, выступала и на первенстве Москвы. Старшим возрастом там совсем что-то не пошло. Да и в целом пока что фигуристка звезд с неба не хватает. Вот в сезоне 25-26 выступала на турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова. Была там 10-й. Но круто, что все равно рискуют, пробуют, разучивают тройной аксель. Мы понимаем, что для того, чтобы бороться с топами нашей сборной, это уже как будто must-have. Что-то явно опять судьи решили пересмотреть, хотя мне кажется, что по докрутам никаких проблем с прыжками не было. Еще для себя отметила очень интересный заход по кругу на тройной луц. Это было так внезапно, так неожиданно, вкраплено в связку шагов. И вот от нашего бортика, разгоняясь, опять же, связующими элементами, напротив появился луц в 3 оборота. Круто. Редко такое можно увидеть, еще так легко было сделано, но, кстати, это чревато неясным ребром. Может быть, как раз сейчас на это пристальный взор судейской бригады и упал. Я сижу прямо рядом с судьями, но мне не удается подслушать, к сожалению, какие дискуссии там ведутся, они шепчутся. И отворачиваются от меня. Ну, судя по всему, не только прыжковые элементы ушли на повторный пересмотр, а уровни во вращениях тоже. Причем очень многое менялось с 3-го уровня на 4-й.
Так, ладно, друзья, пока мы ждем, на льду уже разминается Мария Мазур, которая тренируется под руководством Евгения Викторовича Плющенко, как раз-таки в «Ангелах» Плющенко. Что касается короткой программы, каскад 3-3 был исполнен отлично, и тройной флип тоже, но, к сожалению, случилось досаднейшее падение с акселя в 2,5 оборота. Да? Казалось бы, пришла беда, откуда не ждали. Совершенно точно, я думаю, что Мария сама не ожидала от себя такого. Очень неплохо, на мой взгляд, владеет коньком. Хорошая реберная дорожка вчера была исполнена. Получила она за нее, кстати говоря, 3-й уровень, что очень и очень неплохо. А вот и оценки. Лидер за произвольную программу набирает 103,46 балла. По сумме двух программ 159,34. Естественно, Ирина выходит в текущие лидеры. Ну и посмотрим, как долго сможет там продержаться. Я прошу прощения, друзья, сказала про Марию Мазур. Мария Мазур выйдет после Марии Парамоновой, которая прямо сейчас появляется на льду.
Ох, непростым получился прокат у Марии. Интересная, необычная, я бы даже сказала, компоновка музыки. То есть сперва это был «Интерстеллар», потом это была песня «I'm Lost». Тоже интересно. Я ее в последний раз слышала в фильме «3 метра над уровнем неба». Вот. Что касается прыжковых элементов, начала очень неплохо с каскада двойной аксель, тройной тулуп. Набирала огромную скорость, честно признаться, на каждый прыжковый элемент. И я думаю, что это такая уже техника исполнения привычная Марии за счет скорости пытаться исполнить многооборотные прыжки. Что-то получалось, что-то нет, к сожалению. Но пока прям приходилось очень большими усилиями вкладываться в весь свой технический набор. Но опять же, классно, что во всем этом прослеживалась динамика от начала и до конца. Скорость была, она была все эти минуты, и я такое люблю. Человек понимает, что он делает на льду, он слышит музыку, он слушает ее, он попадает в акценты. Но все равно, конечно, когда ты так воодушевленно катаешься, но при этом элементы выпадают, это сильно выбивает зрителя из контекста постановки. Жаль, и потому что мне кажется, что очень выигрышно бы смотрелась эта программа, если бы не такое большое количество помарочек сегодня. Дорожка ушла на 2-й уровень. Ну вот, опять же, это та история, о которой мы часто говорим, что в произвольной программе на усталости, на подсевших ногах уже очень сложно выделывать шаги, а для того, чтобы получить 4-й уровень в дорожке, это нужно, правда, прям очень много усилий приложить. Вообще разрывы в этой разминке, если не считать Анастасию Лесницкую, очень небольшие. У Ирины Мигалени было 55 с небольшим, у Марии Парамоновой 58, Марии Мазур, которая уже сейчас на льду, 59-79, и у Елизаветы Медведевой 60. То есть в целом девочки могут и должны бороться между собой. 31,1 балла. По сумме двух программ 153,38 балла. На данный момент это 2-е место. На старт приглашается Мария Мазур, Академия фигурного катания Ангелы Плющенко. Движемся дальше. Ученица Евгения Плющенко появляется на льду. Мария Мазур. Я рассказала о ней уже чуть-чуть поподробнее во время 6-минутной разминки. Очень интересный костюм, очень красивое платье. Хочется прям уже посмотреть произвольную программу, чем сейчас и займемся.
Очень интересная постановка и музыкальное сопровождение. И в целом и по контенту все здорово, да, но чего-то как будто мне не хватило. Наверное, опять эмоциональной какой-то нагрузки, что ли. Хочется вот прямо... Почему-то сразу ассоциация пошла с... Господи, забыла. Все забыла. Вспомню, скажу. В общем, хочется какого-то более эмоционального проникновения во всю эту историю, чтобы прям пробирало, понимаете? Когда берешь такой сильный вокал и все раскладываешь по музыке, и на большой скорости катаешься, и прыжки отличные, очень красивое исполнение прыжкового набора, с большим запасом, на очень хорошей высоте. Но, опять же, вот каких-то точечно, может быть, даже пусть самых маленьких, небольших акцентов мне не хватило. Софья Акатьева, вот кого я хотела привести в пример. В прошлом сезоне, да, она каталась под музыку к фильму «Адмирал». Ну, по-моему, там все было прям понятно. Можно, знаете, даже как ролевую модель для этой постановки Марии брать, смотреть и понимать, как вот, что это такое попасть в зрителя с помощью таких эмоционально сильных приемов. В прошлом сезоне Мария Мазур выступала на всероссийских соревнованиях «Северный вальс», одержала там победу, набрала очень приличные баллы, 196,52, это очень прилично. Также выступала на первенстве Москвы старшего возраста, 9 место заняла там. В этом сезоне, вот опять же, памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова стал там 7-й. На мемориале Ирины Рабер была 9-й. Вот сейчас чемпионат Москвы с результатом почти в 60 баллов за короткую программу. Мария Мазур ожидает своих оценок уже за произвольную. Мне кажется, что на пересмотр уйти сегодня тоже не должно ничего, потому что, еще раз повторюсь, очень хороший запас по высоте. По крайней мере, это касается прыжкового контента, но мы знаем, что все не только в прыжках кроется. У нас в этой разминке остается еще лишь Елизавета Медведева. Елизавета представляет Московскую академию фигурного катания. Тренируется она под руководством Жанны Громовой, заслуженного тренера России. Самая известная ученица Жанны Громовой Ирина Слуцкая, работавшая под ее руководством всю свою спортивную карьеру. Ну и кроме того, Жанна Федоровна была первым тренером Илья Вербуха, Николая Морозова, Сергея Добрина и многих других. Что до проката Елизаветы вчера: каскад, тройной луц, тройной тулуп, тройной флип в сольном исполнении. Очень уверенно получился, как в целом и прокат программы. Девушка шустрая, на прыжки скорость набирать не боится, заходить в них тоже. Так что Мария Мазур за произвольную программу набирает 121,95 балла. И по сумме Мария, естественно, выходит в текущие лидеры, набирая 181,74. Но мы понимаем, что, судя по тем результатам, которые я огласила ранее, это не лучшие оценки. Московская академия фигурного катания на коньках. Ну а сейчас Елизавета Медведева на наших с вами экранах.
я сразу хочу обратиться к человеку, который компоновал музыку, потому что она скомпонована для таких сложных композиций довольно качественно. Спасибо большое. Правда, вот сколько я таких программ уже видела, как правило, одна музыка не бьется с другой от слова совсем. В этот раз прямо переходы были отличные. Но при этом мне очень жаль, что в программе было так мало фишек. И сама Елизавета была прям видно, насколько сильно сфокусирована на своих элементах. Такая красивая девушка на льду, хочется вот какого-то танца, какого-то вот, не знаю, какого-то разноса, что ли. Это все в такой стилистике Луны Хендрикс было. Она любит брать такую музыку, и элементы вога здесь были. Ну вот как-то хочется то ли этого побольше, то ли хотя бы даже улыбочки на лице, и уже бы по-другому это все заиграло. Вроде все элементы сделаны хорошо, да, за исключением там разве что бабочки обидной на тройном Ридбергере, одинарный получился. Но все остальное очень неплохо, на большом ходу. Я думаю, что костюм еще будет меняться, может быть, пока просто не успели. Но если такая задумка на сезон, окей, минимализм, он тоже имеет место быть. Ну вот правда, что касается программы, прям хотелось, чтобы вот такие культовые треки, они играли по-новому, потому что так часто мы их слышим, многие под них выступают не только в фигурном катании, но и просто в танцах на полу, это хип-хоп, хореография, ну вот хочется каких-то фишечек. Завета Медведева за произвольную программу набирает 107,34. Кого-то показывает Елизавета. По сумме двух программ 167,47 балла. Наверное, собачка На данный Елизавета. момент это второе Очень место. мило. 167-47. Елизавета Медведева на второй строчке текущей завершает свое выступление. И у нас подходит к концу первая разминка, но вторая прямо сейчас уже появляется на льду Навка-арены. На разминке находится Мария Гоголева, Московская академия фигурного катания на коньках, Софья Важнова, Московская академия фигурного катания на коньках, Мария Захарова, ЦСКА, Елизавета Куликова, ЦСКА, Ксения Синицына, Московская академия фигурного катания на коньках. Федерация фигурного катания на коньках города Москвы благодарит генерального партнера компанию А7. А7 – это команда профессионалов, которая открывает путь к новым спортивным победам. А7 – ваш надежный партнер на пути к вершинам мастерства. Очень сильный состав в этой разминке. Многих вы не просто уже видели, я думаю, кому-то даже отдаете предпочтение. Многие, если не все, выступали здесь на, мне кажется, и чемпионатах России, на этапах Гран-при России точно. Ну, давайте по порядку. Мария Гоголева будет открывать эту разминку. Она представляет Московскую академию фигурного катания и тренируется под руководством Сергея Карева. Между прочим, в прошлом российского фигуриста, выступавшего в парном катании с Ариной Ушаковой. Пара в свое время становилась бронзовыми призерами зимней универсиады, бронзовыми призерами даже чемпионата России. Ну и что до контента, исполненного вчера Марии, каскад 3-3, очень чисто, как, впрочем, и все остальные элементы. Очень приятное впечатление Мария Гоголева оставила. Софья Важнова, Московская академия фигурного катания, тренируется под руководством Светланы Владимировны Соколовской. Я ее еще сегодня на катке не видела. В любом случае передаю большой привет. Софу я помню
еще с момента, когда, наверное, года 3 уже назад я приходила в ЦСКА преподавать танцы на полу для как раз-таки группы Светланы Владимировны. Там была Софья Важнова, Лиза Куликова. И они были такими маленькими девчонками еще совсем. А сегодня вот пересеклась с Лизой в коридоре, говорю: Лиза, ты как вообще так быстро выросла? Я ничего не поняла. Она говорит: я тоже ничего не поняла. И мы правда не поняли, как эти дети так быстро повзрослели и уже показывают такие результаты и такие постановки воспроизводят на льду. Круто. Софа тоже отпрыгала все достойнейшим образом в короткой программе. Катание уже, опять же, на мой взгляд, более широкое, осознанное. Отличный выбор музыкального сопровождения в короткой программе под темперамент, под характер Софии. Такое оформление уже, знаете, в руках и в верхней части корпуса. В общем, отличный прокат. Мария Захарова выступит следом. Она представляет шорт ЦСКА, тренируется у Анны Царевой. Я думаю, что такую ученицу, как Анну Погорелую, вы прекрасно знаете. Аня – бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, двукратный бронзовый призер европейского первенства и финала Гран-при. Единожды. Дарья Паненкова у нее тренировалась. Кстати говоря, мало кто знает, но в свое время Анна Царева на протяжении нескольких лет работала арбитром, что, я думаю, безусловно, помогло изучить какие-то нюансы применения правил. Это очень полезный навык, полезные знания для любого тренера, на мой взгляд. Лиза Куликова будет выступать следом. Она тоже представляет Шорина Жука, ЦСКА. Тренируется у Лилии Бектагировой. В короткой программе тройной луц, тройной тулуп был исполнен хорошо. Тройной ридбергер чисто, да и все остальное тоже. Опять же скажу, тоже повзрослела, вытянулась, проникновенно каталась в первый соревновательный день. По-другому не скажешь. Понравилось. Я думаю, помните эти перипетии с тренерским штабом, которые складывались у Елизаветы. Лиза ушла от Сергея Давыдова в конце сезона 21-22. Последним стартом под его руководством стало первенство России, где Лиза стала 6-й. В прессе муссировались слухи о возможном переходе фигуристки в Хрустальный или в Академию Плющенко. Но Лиза осталась в ЦСКА, перешла в группу Светланы Владимировны Соколовской, очень достойно выступала. И в конце ноября уже сезона 24-25 Лиза завершила сотрудничество со Светланой Владимировной и вернулась к Сергею Давыдову. Вот так. Со словами: я вернулась домой, вернулась к себе, приняли хорошо, поддерживали, очень благодарна штабу, всем тренерам. Мне комфортно в этой группе, себя чувствую отлично, чувствую настоящую искреннюю поддержку. В этом сезоне Лиза уже успела отметиться, и не просто отметиться, на мемориале Ирины Рабер и выиграть его. Ну и Ксения Синицына закрывать соревнования у девушек сегодня. Но они позже, потому что на льду остается Мария Гоголева. На старт приглашается Мария Гоголева, Московская академия фигурного катания на коньках.
поймала себя на мысли о том, что, во-первых, такой компоновки и такой версии песни Бритни Спирс я еще вообще в жизни не слышала, за что спортсменке большое спасибо. И второй момент, мы так ждали какого-то динамичного перехода в музыке, что вот сейчас наступит вторая половина и начнется вот этот сумасшедший танец, скорость, которая будет подхлестывать и саму спортсменку. Но мне кажется, что как раз-таки музыка, она настолько давит, что очень тяжело и самой Марии с этим было справляться. К сожалению, это повлекло за собой ряд серьезных ошибок, 2 падения в программе, но большая молодец, что даже несмотря на срыв каскада, флип, двойной аксель, потом сразу же после падения зашла и сделала флип и 2 акселя в 2,5 оборота, чистейше. Очень красивая спина в платье, я не могу это не отметить, мне очень нравится, как это смотрится, такого решения обтягивания ткани я еще не видела. Но вот к музыке есть вопросы. Еще очень неприятно, конечно, она упала, врезавшись спиной в борт. Я надеюсь, что ничего не повредило. Ну, вот, наверное, как-то так. Что еще для себя я отметила? Я отметила неплохой набор скорости на все элементы, на заходах, скорость не теряла, но этого было категорически мало. Опять же, мне кажется, что этого было мало только потому, что музыка, она прям вот настолько перекрыла большую часть впечатления от проката, что когда ты ее слышишь, ты уже не можешь ни на чем другом фокусироваться. Красивая композиция, но ее бы чем-то разбавить, и будет вообще конфет. Ну, это мое мнение. Согласна? Со мной согласна. В короткой программе Мария набирала 61,95 балла. Разрыв у нее, кстати говоря, с Софьей Важновой очень невелик. Но сейчас очень много зависит от проката учениц Светланы Соколовской, конечно. Мария Кохлева за произвольную программу набирает 99,82 балла. По сумме двух программ 161,77 Это пока что третья строчка, но впереди у нас еще выступление очень сильных фигуристок, которые Софья Важнова, Московская академия фигурного катания. Софья Важнова на льду. Смотрим.
you've done to, nothing more to say. No grace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's our destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, wielding me a fence, wielding me a thinking I'd be strong there, and I was a fool, playing by the rules. The judges with the sun, the lights on me are blind. Spectators of the show, always playing wrong. The winner takes it all. I work all night, I work all day, paying bills I have to pay. Ain't it sad? But still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I could be a wealthy man, I'd like to go around and have a ball. Money, must be funny in a rich man's world. Money, always sunny in a rich man's world. It's a rich man's world. Класс, отличный прокат, даже несмотря на падение с каскада должен был быть двойной аксель, тройной тулуп. Но, опять же повторюсь, у нас здесь нет зрителей, пришли дети со своих тренировок, и даже они аплодировали в такт музыки, потому что цепляло, потому что было классно. Я уверена, что это будет разрыв программы на этапах Гран-при России или на чемпионате, тем более России. Прям в восторге мы тут все остались. И вот опять же, как важен вот этот eye contact, да, контакт глазами. Софа, она прям в какой-то момент, уже когда ехала вдоль судей, прям мне, клянусь, в душу смотрела. И меня это так зацепило, у меня аж мурашки по телу пошли, настолько это пробирает, настолько это эффект оказывает, еще когда все получается. Вот такая микродеталь, и она уже меняет кардинально впечатление от проката. Даже не меняет, оно усиливает. Очень красивое было вращение в самом конце программы. Прыжок во вращении, я имею в виду. Очень красивая позиция в кольце. Мне кажется, что каскад двойной аксель, тройной тулуп не получился, по причине довольно сложного захода. Прыгать с бауэра двойной аксель. Это не сложно, но когда ты понимаешь, что туда еще надо цеплять тройной прыжок, ситуация меняется. Плюс слишком уж в длину Софа разложила этот прыжковый элемент. Это верная стратегия для того, чтобы у тебя остался ход еще на второй прыжковый элемент, но низковато было даже для дупля, поэтому случилось падение. Ничего страшного, опять же повторюсь, всегда как будто бы беспроигрышный вариант. Очень красивая Софа, классный лаконичный костюм. Хочется пожелать успехов этой спортсменке, она мне очень нравится, да. Я думаю, что даже несмотря на падение, сейчас баллы будут достойными. Сезон 24-25, кстати, для Софи начался с важного достижения. На мемориале Панина Коломенкина ей удалось взять бронзу.
и пропустив то есть вперед лишь Анну Фролову и как раз Елизавету Куликову. Из интересного, Соня большая поклонница искусства, часто посещает театры и музеи. Девушка обожает собирать кубики Рубика. На данный момент это первое место. Даже в свое время училась играть в бадминтон и бильярд. Если это все правда, Софа? Есть к тебе вопросы? Ну это классно. Мария Захарова прямо сейчас на льду. Тренируется она у Анны Царевой и уже готова продемонстрировать свою произвольную программу.
забавная деталь вчера в короткой программе произошла. Прям в самом начале фигуристка споткнулась, упала на ровном месте, при этом, что меня поразило, на лице появилась такая важная и позитивная эмоция, что, кажется, она и задала тон всему прокату. Алиса Лью не даст соврать, кто понял, тот понял. Что касается сегодняшнего выступления, мне так жаль, что у Марии вот этот четверной тулуп, который здорово получился на 6-минутной разминке, не пошел в программе. Причем он должен был быть в каскаде 4-2, четверной тулуп, двойной тулуп. Но зато какая умничка, как быстро она собралась после такого падения. Прицепила тройной тулуп к двойному акселю. То есть видно, что разучиваются элементы ультраси по причине того, что тройные уже даются очень легко. Все остальное было отпрыгано отлично. Каскады во второй половине. Лутс тулуп 3-3. Тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп. Тройной лутс под занавес прыжкового контента. На скорости. То есть видно, что спортсменка и физически очень здорово готова. И эмоция в конце, пусть и в конце, но она появилась на дорожке шагов. Здорово. Здорово. Мне понравилось. Вчера тоже все чистенько, никаких вопросов, на большой скорости, с большим запасом по высоте. Тройной флип, тройной луз, тройной тулуп. Прям здорово. Очень здорово. Я думаю, что оценки сейчас будут достойные. Мария в этом сезоне выступила уже на турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Горенкова. Взяла там, кстати, серебро, набрав 206,96. Мария Захарова за произвольную программу набирает 132,99 балла. По сумме двух программ 198,47 с небольшим. Это лучше, чем на мемориале Ирины Рабер в этом сезоне, где Мария забрала бронзу. И таким образом она выходит на первую, если я не ошибаюсь, строчку. Но сейчас Елизавета Куликова. На меня глядят. Ах, мама, как волнует этот взгляд. Две карих вишни смотрят на меня. Два добрых, согревающих огня. Их теплый свет и манит, и зовет, в душе моей растапливая лед. Боюсь ослепнуть, глядя на огонь. Смотреть, смотри. Любуйся, но не тронь. За что ко мне так этот мир жесток? За что, любя, страдает королек?
Непростая, мне кажется, в принципе, по постановке программа. То есть даже если ехать ее макетом, что это значит? Без элементов, без прыжков, без вращений, создастся впечатление того, что прям вот много всяких фишек, вставок без конца под эту музыку, причем тоже компоновка непростая. Сперва идет музыкальное сопровождение, потом речитатив, потом опять музыка, и она усиливается, и темп и ритм не снижается. Но Лиза как будто это все выдерживает. Вот мне не показалось, что музыка сильнее, чем фигуристка. И это здорово в начале сезона уже это осознавать. Не просто пока дается, не так скажу, не без усилий пока выглядит этот прокат произвольной программы, но я думаю, что ближе к началу уже серии этапов Гран-при или даже чемпионата России, там, наверное, вообще при грамотном построении, выстраивании тренировочного процесса все будет очень хорошо выглядеть. Прям зазвенит как надо, скажем так. Сергей Давыдов прямо сейчас в киссинг-крае с Лизой. Интересно вообще, конечно, такие перестроения, перипетии, уйти от Сергея Давыдова, от Сергея Дмитриевича, перейти к Светлане Владимировне и потом обратно вернуться к своему первому, по сути, наставнику. Ждем оценок. Елизавета Куликова за произвольную программу набирает 127,40. Очень приличные баллы, 127,40 балла. И по сумме 194,69. Ну вот это противостояние между Елизаветой Куликовой и Софьей Важновой, мне кажется, заочно продолжается. Но Мария Захарова пока в лидерах. И единственный человек, кто может навязать ей конкуренцию, это заключительный стартовый номер наших сегодняшних соревнований Ксения Синицына. Ученица Светланы Пановой, представляющая Московскую академию фигурного катания прямо сейчас на льду.
Ну, отличная программа. И вообще, вы знаете, для меня Ксюша Синицына фигуристка со своим каким-то уникальным, ни на кого не похожим стилем катания. И даже по окончании проката она остается в образе, она это круто несет, она себя здорово преподносит, она носится из одного угла катка в другой, при этом как будто не прикладывая вообще ни грамма усилий. Это кайф. Я не могу поверить в то, что этот человек говорил и признавался в том, что думал о завершении карьеры. Ксюша, ты не имеешь права оставить нас без таких постановок, красивых, стильных, вкусных программ, не менее стильных костюмов. Очень мне нравится это платье, так прикольно это сделано. Вот эта набедренная повязка, прозрачная рубашка оранжевого цвета в тон топ. Да и по элементам все было очень здорово исполнено. Опять же, на огромной скорости. Ну, прям большой профессионал. Видно, что все это нарабатывается и отрабатывается с хореографом в том числе. Мария Касумова сейчас сидит в киссинг-крае с Ксюшей. Так что я не хочу даже ничего такого слышать. Ничего такого не хочу слышать. Я хочу видеть Ксюшу на льду как можно чаще. Она уже успела выступить на, опять-таки, мемориале Ирины Рабер. Вот что сказала после. Я бы не сказала, что это старт сезона, это тренировочные прокаты. Я сказала тренеру, давайте по максимуму заявляться на все соревнования, чтобы к прокатам я подходила более спокойно, чтобы у меня не было никаких стрессов, волнения, что у меня что-то не получится. Очень грамотная позиция, очень грамотная. На тренировках все может быть хорошо, выхожу на старт, начинается мандраж, выскакивает тревожность, случаются какие-то нелепые ошибки, о которых я потом долго думаю, их визуализирую, анализирую. Хочется от этого избавиться, в общем. Мы этого Ксюше желаем. В произвольной программе «Танцор диска» звучал, продолжает звучать до сих пор. Заводная музыка, опять же, повторюсь, прям на ура. Будет это все встречаться на этапах Гран-при, которые скоро стартуют. Ну а для тех, кто любит международные соревнования, друзья, смотрите их на платформе Окко Спорт. Этап Гран-при во Франции, кстати говоря, стартует уже на следующей неделе, в следующую пятницу. Так быстро сезон пролетел. И начался. Опять судьи что-то нашли. Отпустите уже Ксению в подтрибунное помещение. Ей холодно в этом платье. Я прошу вас. Ну, вообще, друзья, небольшой анонс на завтра. Вы должны понимать, что завтра у нас тоже будут соревнования. Там и ритм танец стартует, и еще много всего интересного. В пятницу произвольные программы, поэтому следите. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал «Что там в миксте». Весь анонс будет там, все анонсы. Тайм прошел. Так, Ксюша набирает 139,43. Сама радуется, это видно. Она первая, разумеется, и по сумме двух программ 209,38. И такая тройка у нас получилась. Ксения Синицына, Мария Захарова и Елизавета Куликова. Поздравляем девчонок. Говорим вам, друзья, большое спасибо за просмотр этой трансляции. На сегодня все. Любите фигурное катание и смотрите его вместе с нами. Всем пока. На этом второй